Мгм. Кого ждем? Вас, когда вы заговорите, поинтересуетесь, Понятно, сейчас. кого мы будем ждать. Я вам отвечаю. Собеседника, Ясненько. здравомыслящего. О, так это вы в рулетку пришли за такими персонажами? Да, иногда бывают, иначе бы проскакивают. Ну, это Как большая... сморчки, грибы-сморчки. Очень редкие, но порой находятся. Ну, это вы сравнили прям здравомыслящего со сморчком. Даже не со сморчком, а с трюфелем. А, с трюфелем. Попутал, короче, Ну, это с трюфелем, да. семейство, семейство этих вот грибов. Ясненько. А вы откуда географически? Житомирская область. Ну, в городе живете или в деревне? Что-то вы пропали, последняя фраза была поглощена интернетом. Я говорю, в городе живете или в деревне? Да, город. Город совсем небольшой? 70 тысяч. Вот, так это, наверное, Коростень какой-нибудь. Именно так, да. А ведь когда-то было 100, да? Да не помню я, что было 100 когда-то. Ну, в советское время. Не было. Не было, да? Так и было. Так и было. Так и в энциклопедии советской так и было прописано. Ну, может быть. Надо будет уточнить. Слушайте, ну, Как вот так. ну у вас вообще, я смотрю, и это, электричество, интернет есть. Вы только, пожалуйста, никому об этом не говорите. Не говорить, да? Показывает практика. Мало ли что. Когда у нас в Украине ничего немає, і трошки для себе. Понятно. Ну, я из города Владивосток. Понял. Матенька родная, куда вас занесло? Куда Да. вас житуха занесла? Последний раз я был у вас в 13-м году. Угу. У нас это где? В вашем городе. Да вы что? Да. А что вы сделали? Комсомольцы еще стояли. Стояли еще комсомольцы, Ленина да. уже не было. Лысого убрали, да. Было дело, он изначально убрался, а комсомольцы вот повалили уже непосредственно по этой ситуации. Слушайте, а вам Ленина-то не жалко? Ну такое стояло, если достояло, я еще помню, проходил еще, когда его, помню, его, еще как только его строили, еще как его только на пьедестал. Ну, это его, да, еще обрабатывали его там эти по камню работники. Ну вы же Ну, представляете, такое. что огромная глыба гранита, цельная, из которой высечен монумент, это что? достопримечательность. Ну, такого своего рода характера. Ну как? Ну историческая достопримечательность. Ну, мы же его не развалили, не побили его. Просто красивенько демонтировали, укромное Ну местечко понятно. отвезли, и все. А комсомольцев-то за что? Ну, а комсомольцы уже, когда война началась, соответственно, уже тут, короче, пошла коса уже на камень, тут уже это. Так там комсомольцы-то это, украинцы, скорее всего. Ладно, Ленин-то россиянин. Да не, ну Баба-Ягу сама себе вот это вот, как бы, доктрина вот эта коммунистического вот этого такого поведения. Да и для меня, про меня пусть бы стояли, но заходились тут молодежь, знаешь, молодежь тут, короче, делать было нехуй, взяли трактор, ёбнули. Ну и потом, блядь, знаешь, людишки подошли и сказали, ну, ребята, раз вы такие активные, соответственно, себя проявили, то будьте добры выказать себя на фронтах. И подавали этим, кто участвовал непосредственно повесточки ребятушечкам. Как у них там история, думаешь, Слушайте, я не знал продолжения этой истории. ну, вот как-то вот так вот, да. Ну, как бы мне кажется, это глупо вообще. Глупо что? Ну, это вот вообще была практически визитная карточка города. Ну, согласен, ну, я же еще раз говорю, если бы от меня зависело бы от моего решения, я бы не дал бы, допустим, бы Розетта. Ну, вот так вот они, я же говорю, шиза, понимаете, тут не до тут насущных проблем как бы хватало, тут не до того всего, все же не углядишь. Они что-то там кучканулись, трактор где-то это, просто дернули, да и все. Нет, я видел видео. Грусть печаль.
А так бы он же был переименован, что ли нет, а там уже был он переименован, он уже был не комсомольцем, он уже был молоди 20-го сторіччя, уже, то бишь молодежь 20 века, как бы уже как бы все, как бы Не, ну если бы к нему приварили там веночки какие-нибудь, то, может быть, и прокатило бы. Прям на Ну, Буденновке. я говорю, он чисто как вот непосредственно, как вот какое-то место, которое уже, знаете, помнит мое детство, как бы вот эти вот, это вот такие вот моменты, то он мне как бы дорог. А так как вообще по большому счету по смысловой нагрузке нет, что Соловью, что 7, что 8. Нет, Что так был, что смысловая нагрузка, она же именно в исторической памяти. То есть, вот у вас, вы проходите по городу, вы видите там какую-нибудь там церковь, да? Это память Но тоже если историческая. Да? Гитлеру уебут памятник, если уебут памятник Гитлеру, это что же будет историческая память, как вы считаете? Так дело в том, что, как сказать, это же было общее государство. Я думаю, что Ну, если сейчас немцы поставят у себя памятник Гитлеру, в принципе, я их пойму. Да, его там будут оплевывать, может быть, даже будут там кто-то кидаться в него чем-нибудь тяжелым. Но это историческая память. У них же я не стоят... спорю, я бы, как на меня, на мое бы личное бы, как бы решение, если уже на то пошло, я бы просто их бы все собрал бы в кучу, там, кто там, чего, куда. Отдельно какой-то там взял бы парк и туда всякую всячину, чисто вот достопримечательности того же истории, понимаете? Как Это было же, вариант. Как как вариант. вариант, пропиши, если ты видишь, что это как бы, если это там как бы, блядь, лепта какая-то хуевых ими была внесена, там обоснуй, прибей табличку, чтобы люди понимали, кому-то памятник, или там того хорошее, плохое, как бы, всю вот эту подноготную, соответственно, как вот это, знаете, прикрепляются к памятникам, как бы такие вот моменты. Но кто тут что? Нет, так Ленин же вообще как это, основоположник вообще. Подарили Украину, да? Нет, он же начертил вообще границы Украины, которые Сталин еще немножко подправил. Я понял. Ну такое, бабу его. Ну то есть это начало было вообще государственности, если что. Ну то есть сначала... До этого же было что там, Запорожская сечь? Когда-то в свое время, когда ко мне в школу пришли определенная такая делегация, где-то там какая-то комиссия или что-то было. А вы в школе работаете? А? В школе работаете? Это в тот момент, когда я учился. А, понятно. И вот и с таким вопросом, дети, если бы у вас у каждого было одно желание, кто бы какое загадал? Ну, детки, давайте то, я тоже ручку поднял. Говорю, я бы загадал желание, чтобы жил Владимир Ильич. Вот, посмотрите, в каждом классе найдется такой либо мальчик, либо девочка, который загадает именно вот это желание. Понимаете? Сейчас, секундочку. Да. Так это было в советское время, да, понимаете? Что? В советское время еще было, да? Ну, естественно, ну, конечно, такое же было время. Поэтому вот эта шиза, вот это вот мне там, она мне что, больше где мне было, чем мне голову забить, чтобы я в 10 лет, у меня светлого желания больше не находилось, чтобы, знаете, только, чтобы лысый я жил. Зачем мне вот это даже? Нет, так это же, ну, господи, а сейчас дети мечтают, чтобы у них там в Инстаграме было много подписчиков. Там мечты тоже не такие высокие. Я согласен. То есть очень легко детям внушить хоть что-нибудь. И в принципе мечта оживить кого-нибудь. Вот сейчас вот понимаете, у детей, я вот общаюсь в рулетке, да, у украинских детей, знаете, какая мечта? Чтоб Путин сдох. Да, это уже сам. Так вот, давайте вот, ну, сравним. Какая мечта лучше? Чтобы кто-то ожил или чтобы кто-то сдох? У ребенка, кто-то сдох. Я вам скажу, что для ребенка, если вы понимаете, ну, что-нибудь там в воспитании, для ребенка такая отрицательная мечта, она в принципе вообще очень сильно нежелательна. У детей должны быть светлые мечты. И вот я вам скажу, что чтобы кто-то ожил, это гораздо светлее мечта, чем кто-то сдох. А кто ж против? Чтобы вот, поэтому нельзя детям внушать вот такие мечты. Да, давайте не будем смотреть через однобокую призму, а я вам сейчас приведу пример, как я вот недавеча пошел в свою родную школу, кум мой приехал с эвакуации с Херсона, и мы пошли по местам своей детства своего.
Подходим к школе, смотрим, тишина, что-то это, никто нигде обычно в школах как-то живет. Когда смотрю с соседнего здания, повалили детишки гурьбой вот так вот за ручки. Идут, я говорю, что это не понял. А там, оказывается, бомбоубежище. А детки вместо того, чтобы сидеть на уроках занятия, развиваться, они в бомбоубежищах сидят. А на тот момент, когда они сидят, по какой причине они там сидят? Думаете, детки не интересуются? Вот поэтому не хотят, чтобы он сдох. Потому что они хотят учиться в первую очередь. А чтобы уже, наверное, во вторую, чтобы он сдох. Вот и все. Поэтому тут не надо, что кто-то кому-то прививает, понимаете? Тут нельзя оградить детей вот именно от этого всего. Потому что позавчера вот соседний вот ребенок, 5 лет, с детского садика пришел тут, конфетками меня угостил, как взрослый причем. Так бы не взял, но так он мне предложил, что как-то и отказать было даже, как знаете, вот, ну, вот 5-летний ребенок, так умудрился мне даже конфеток дать, я у него их принял. Я говорю, как делишки там в детском садике? А сегодня было вот это вот, мы в подвале сидели. Ну. Понятно. Нет, с этим-то все ясно. Но я вам же говорил, что я у вас был в 2013 году. И если вы думаете, что у вас детям ничего не прививают, то я вам скажу, что прививали, прививают и будут прививать, если это все не закончится, конечно, по-другому. А чего нам там в 2013 году прививали детям? Я смотрел ваш телевизор. Ну, например, мне хотелось бы послушать. В вашем телевизоре мы были большими врагами. Да что, уже в 2013 году? Уже в 2013 году. Это начало Майдана. Я понял. Так что и при этом по всем новостным каналам, по всем политическим передачам, то есть просто телевизор включаешь на любом канале, и там везде просто вот одно и то же, одно и то же. А в России то же самое, кино? Я вам скажу так, вот если сравнить, например, по концентрации, наверное, у вас, наверное, раз в 5 больше. То есть у нас тоже достаточно много. Я думаю, вы лукавите. Ну, я думаю, вы лукавите. На вот этих вот каналах, так скажем так, государственных или централизованных, у нас не говорят в прямых эфирах, детей российских нужно топить непосредственно. Почему это? Там же у вас один товарищ извинялся. Какой это товарищ извинялся? Ой, какой-то такой не русский, не знаю, не помню я. Он сказал, что нужно убивать россиян и детей, потому что они там вырастут и тоже будут воевать. А потом сказал, что он очень сильно расстроился, потому что у него то ли товарищ погиб, то ли ранен был, короче, и поэтому такое сказал. Так что... Видите, человек хоть сказал, что у него, да, наболевшим. Но он сказал, что он все равно... Который это говорил, вот кого убили, кого погиб. У нас-то понятно, хоть погиб, моральный какой-то аспект, который он обосновал. А та скотина, которая говорила наших детей травить, что он сказал? Это вот тот Красновский, нетрадиционной ориентации человек, да? Я не знаю, какой он ориентации. Мало того, что он нетрадиционной ориентации, я вам знаете, что скажу? У меня есть фотография, там, где он вместе с Ксенией Собчак фотографируется на Украине на фоне большого, огромного портрета Бандеры. Даже так? Поэтому я вам скажу так. Человек нетрадиционной ориентации, он всегда остается человеком нетрадиционной ориентации. Может быть, его и взяли поэтому, потому что, видите, в мире, ну это же Russia Today, в мире нужно, чтобы ведущий был, ну, для Америки, там, для Европы, хотя бы один какой-нибудь, ну, заднеприводный. А то, наверное, люди не будут воспринимать. Сегодня, я смотрю, вы вроде бы как потенциал есть, именно такие, знаете, как бы немножко углубиться в мыслишки. Только надо до конца слушать, чтобы к какому-то выводу прийти. Смотрите, когда вот недавеча, позавчера, вроде как Скобеева говорила, в Англии там уже, короче, голод, там начали уже белок кушать, ну так как у них много, ну и тут плюс как бы приятно с полезным. Не слыхали ее последнюю вот эту пулю, которую она отлила? Если бы, я вам скажу так, если бы не рулетка, я бы вообще бы не знал, о чем Скобеева говорит. Ну вот она говорит, что вам... Это можете забить Скобеева, говорит о белках, которых там... Вы услышите, что я не искажаю никак это. Именно таким вот и говорит, что у них там, короче, голод, ну, может, в какой-то степени плюс-минус я утрирую, как бы, чтобы, как бы...
Но суть, смысловая нагрузка там, что у них голод, они уже там начали белок хавать. Это она говорит федеральным каналом, как бы для граждан якобы. Как вы можете вот это вот, только я говорю, до конца надо, вот как вы можете вот это вот охарактеризовать сие сказанное? Ну, съесть белку-то, в общем, что в этом такого? Ну, Не, кто-нибудь, может быть... я сейчас на самом деле говорю, что она Нет, говорит просто... российскому народу, что у Англии уже, у них уже голод, они начали белок хавать, но оружие Украине поставлять не перестанут, а уже белок начали хавать. Угу. Тут смотрите, какая вещь. Белку съесть, это, в принципе, я считаю, не зазорно. Ну, поохотился, добыл белку там. Может быть, на любителя, так сказать. А вот то, что в Европе разрешили вот с этого года есть всяко разных насекомых и добавлять их в муку, Ну, вот это сейчас... вот гораздо грустнее. Ну, вы сейчас уходите от моего ответа. Я вам другой непосредственно, Вы мне хотите, как сказать, вопрос в чем? Насколько Скобеева адекватная? Вообще, как вы понимаете, вот это вот сказанное, какую цель непосредственно ее вот эта риторика преследует и подразумевает? У Скобеевой цель в чистом виде пропаганда. То есть, вот она ее исполняет. Я вам еще раз именно конкретизирую. Именно в той информации, что в Англии уже голод и начали есть белок. Ну, в Англии вообще, судя по репортажам оттуда, с продуктами действительно, ну, гораздо вот хуже, чем было, скажем, года полтора назад. Но до белок, я думаю, что вряд ли там доходит, ну, может быть, какой-нибудь пенсионер, а пенсионеры зимой у них массово погибают, потому что, ну, в Англии очень дорогое отопление. Я вот узнал, что у них, скажем, около 20 градусов, там 18 градусов, 17, ну, дома. Это вообще считается, в принципе, ну, человек уже погрел хорошо дом и больше не нужно, то есть смысла нету как бы тратиться. То есть для нас это вообще такие недопустимые температуры, а у них это нормально. И у них достаточно многие пенсионеры таким образом, ну, при такой температуре живя, они, ну, доводят себя до летального исхода. Возможно, какой-нибудь пенсионер съел, просто какой-то мужичок, может, просто пошел с голодухи, взял и съел белку. Об этом кто-то написал. И потом машина пропаганды быстренько берет все эти факты и раскручивает. Вот, собственно, и все, как это происходит. Я думаю, смысл заключается в другом. Я вот когда смотрю на Скобееву, которая якобы доносит своему народу, да, и вот большинство моих сограждан смотрит и вот думает, ну вот они там такие ебанутые, что они в эту хуйню верят, что там белок едят, вот они настолько вот ебанутые, понимаете? А с нашей стороны, это как мы выкопали Черное море, понимаете? И, блядь, ну прекрасно же, люди же адекватные, блядь, понимают, что, блядь, ну никто же это море не копал, ну понимаете? Я говорю, там люди хавают, что белок едят, какие дебилы, блядь, вот какие эти русские дебилы, и какие эти украинцы долбоебы, они думают, что море выкопали, понимаете? Его знает еще на чью на мельницу воду льет, блядь, да. И вообще. Вот тут я с вами согласен. У нас и у вас, в принципе, пропаганда достаточно топорная. Единственное, что у вас там западные технологии помогают. У них все-таки опыт побольше. А у нас, вот знаете, что у меня в нашей пропаганде совершенно, ну, я не понимал. И я почему не смотрю эти политические шоу? Потому что на них не приглашают людей, которые говорят разумные вещи. То есть на них приглашают людей просто с противоположной точкой зрения в основном. Чтобы получился баттл, чтобы получилась ругань, чтобы они переругались, передрались. И потом ведущий говорит, а на самом деле вот правда вот в этом, да. Но это такое низкопробное зрелище на самом деле. И мне кажется, оно рассчитано именно на достаточно низкий уровень интеллекта, то есть, ну, так скажем, быдлячая такая пропаганда. Так вот, мне кажется, что это звенья одной цепи. Хоть, несмотря на то, что государства разные, что там, как говорите, у нас тут политтехнологи какие-то европейские, вот мне кажется, что в России, что у нас, это все с одного, это... С одной бочки, да? Да. Не, ну я согласен, да. Но пропаганда, она в принципе вообще, ну,
она и не может быть сильно симпатичной, да, то есть я бы предпочел, что если возникают какие-то там трения, скажем, вот между странами, да, то есть вот между Украиной, там, Россией возникли какие-то там то газовые споры, то еще чего-то, нужно приглашать не людей, которые будут там говорить, там что-то там украли, там, нет, не мы крали, вы сами идиоты. Нужно приглашать специалистов, нужно приглашать людей, которые будут высказывать какое-то компетентное мнение, а не приглашать там вот какого-то, вот помню, не знаю, там... Сейчас, они тут прям глаза нам откроют. Нет, тогда у них аудитория меньше будет, понимаете? Вот что им не нужно. Вот этого Лысого все время приглашали, там, что у Соловьева, что у Скобеева, этого, ну, украинца, у которого в Москве там квартира, господи, забыл фамилию. Уже давно смотрел просто. Но он же, ну, клинический идиот. То есть они же приглашали его для чего? Не Кива случайно? Не, Кива это он перебежал уже после войны. Ну, перед войной. Тоже идиот редкой масти. Нет, это как раз не идиот. Нет? Этот человек, это называется, как это, вовремя предать, это предвидеть. Вот как это называется. Потому что он в свое время же он, в принципе, был одним из основателей правого сектора. Было. А потом аккуратно переобулся тихонечко. А в момент, когда вот прям нужно было срочно линять, он переобулся очень быстро. Это как раз человек, так сказать, мудрый. Может быть, он выглядит как идиот, но это тот, кто... А вот товарищ Медведчук, который один из его, получается, как соратников по партии, да? Ну, то есть руководитель. Вот этот человек, я бы не назвал его умным, потому что, зная, что будет происходить, и оставаться в стране, но это было очень самонадеянно. То есть если ума не хватило... Значит, вот видите, это сразу же, значит, все-таки подтверждает, что на план Капкан было рассчитано на другие результаты. Возможно, но это все равно нужно же просчитывать. Он же внутри ситуации был. Он был внутри страны. Он знал, что происходит на самом деле. И если он это не просчитал, значит, он недальновидный политик. На какую-то недельку хотя бы пока хотя бы посмотреть со стороны, как пойдет. Да, конечно. Ты же можешь потом вместе с войсками зайти и делай, что хочешь, если это удачно будет. Да. А если ты сидишь и думаешь, что к тебе сейчас придут, тебя там на трон посадят, там, я не знаю, но это... Ну, нам как, знаете, доносят, опять же таки, это информационное поле, вполне возможно, что это как бы, просто как бы, привожу как бы информацию какую-нибудь, что именно непосредственно через него сюда заходили огромные суммы денег на, как сказать, чтобы он мог влиять, подкупить, чтобы вот этот плацдарм подготовить для того вторжения, а бабосики потратил по своим этим, там, натрусил, что все нормально, примут как родных, вот нам доносили, соответственно, как бы... Ну, есть такая версия, и она, в принципе, как сказать, наверное, недалека от истины, я так думаю. Как вариант. Я думаю, даже вот судя по тому, что он досидел, возможно, он и тратил бабосики даже туда, куда нужно, только судя по его проницательности политической, возможно, совсем вот не на те проекты. Не туда, куда надо, да? В общем, бездарно. Даже если эти деньги куда-то приходили, то это вложили в человека, который, в принципе, не имеет ни интуиции, в общем, то есть, который просто, может попилить некий бюджет. Но он его попилил, в общем, как бы, наверное, благодаря ему и все эти жертвы, именно Киевская область, да, то есть они были, в общем, получается, напрасны. Если рассчитывали именно на что-то вот, то, что организовал товарищ Медведчук, то получается, так бы вообще войска бы не зашли в Киевскую область, не зашли бы никуда бы вообще, со стороны Белоруссии. В этом не было бы смысла. И не было бы всех этих жертв и разрушений. Поэтому я считаю, что если это действительно он, то он главный виновник вот именно того, что Генштаб так спланировал. Возможно.
Ну, там пусть разбираются, кумов я, Нет, там это, пусть решают. я там, я не, это мы так рассуждаем, в общем, как бы гипотетически, да, Согласен. то есть это Чисто. вообще ни о чем. Слушайте, Меня скажите, а у вас интересует вот, вообще, вот, да, ну, что? говорите, да. Давайте вы уже начали, продолжать. Мне про город интересно. У вас же, в принципе, как бы ничего там и не прилетало особо, да, то есть разрушений особых-то Нет, нету. прилетало, прилетало. Ну, это в депо прилетело там или куда там, в ЖБШ там, насколько я знаю. Прилетело в депо, прилетело несколько раз в депо прилетело. Я имею в виду по Так, городу ну, вообще разрушений вам-то сильно не выдавайте эту в информацию? центр города 2 ракеты прилетело. А что, куда в центр города? Туда, где князь Мал, прям туда. Ну, Между школой, которая на досах, и поликлиникой возле речки. Сюда прям в центр, там, где памятник находится князю Малу, где памятник освободителям Героя Советского Союза, где пушка стоит, которая до Праги дошла, Герой Советского Союза. Вот над этой пушкой метров 15-20 2 ракеты засандалил. интересно. Там же вроде ничего такого и нету. Вообще ничего нет. Ну, 2 ракеты туда захерачил. Потом на Ковельский микрорайон, знаете где? Ну, примерно знаю, да. Ну вот туда вот и одна ночная была бомбардировка, туда бросили фугасные бомбы ФА-500. Непосредственно в Мирняк. Я слышал, что по ЖБШ попали, а так, чтобы попали по этому самому, по мирному, в смысле, Не-не-не, по жилому вот сектору? попали микрорайон Ковельский, да, вот тут жилой сектор, вот пятиэтажки, там штук их 5-6, вот, я не помню, одна-две там девятиэтажки, и сразу рядышком вот просто жилые дома, частный сектор, и просто вот сюда, ну, просто в Мирняк, ну вот на 360 градусов вот у меня видос, как бы из этого вот всего, просто ужас. Вот этих пятиэтажках, вот эти межкомнатные двери, которые были, там рамы, окна, вот с одной стороны дома все перекочевали на другую сторону дома. После этой бомбардировки 70% города просто выехало сразу же. И одна бомба не взорвалась, откуда я знаю, что это ФА-500. Я перед Новым годом в этом дворе водку пил, упал Палыча. Ну, вы же не знаете, да? И, в общем, короче, туда прилетела эта фугасная бомба ФА-500, она не взорвалась. Вот поэтому мы знаем, что это были ФА-500. Одна не сдетонировала. Потом вот сюда прилетела на Киевскую, сюда 2 ракеты. Потом прилетела на пост ГАИ. Там просто машину для проверки документов остановили. Ну, гаишники. Там пару блоков было этих, ну, бетонных. Как бы это, они там, я не думаю, что они какую-то там роль играли, но самолет туда зашел, шандарахнул тоже по ним ракету. 3 человека на месте, 4-й по пути в больницу. И эта семья беженцев была, остановились для проверки документов. Вот их там смерть Но поджидала. это все было, получается, еще тогда вот, ну, в прошлом году, Сразу. Ну, да, но первое время, вот где-то, наверное, с месяц, наверное, вот самолеты почти каждую ночь налетали, вот именно, если не каждую ночь, то через ночь, и молокозавод расхерачили. Ну, в общем, кружили вот так вот в небе, и вот так вот, я говорю, бля, это страшно. Я сейчас... Потом в Ушомер они захерачили, короче, не захерачили туда, потом тут, ну, я не буду, населенный пункт уже не буду ну, называть. Шомер как узловая, наверное, да? Нет, там военная часть была, там были эти боеприпасы артиллерийские. Ну, сюда я хоть понимаю, нафига, сюда хоть понимаю, здесь боеприпасы были. Как бы раз это... Ну, таких, вот, может, каких-то, ну, ударов 10, наверное, точно, может, 15 по городу, вот так вот было, если так. Понятно. Ну, а сейчас, получается, у вас уже только тревога? Ну, либо эти беспилотники, бывает, залетают, либо ракеты, и вот в эту вот эти подстанции, вот, были такие прилеты. Угу. Ну, все равно, по сравнению с тем, что было год назад, уже как-то... Да, существенно небо и земля, То есть можно сказать, было что очень страшно. мирная жизнь, да? Не было сна, не было вообще, никто не игнорировал, бегали в подвалы. Вот я с соседям бегал в бункер, этот, ну там, под домом, подвальное помещение. Страшно, вы понимаете, вот летает этот самолет,
ты вот просто ночью слышишь, что он вверху. Вот когда он летает, это один гул. А когда он снижается на боевой, он заходит на критически малую высоту, соответственно, вот этот гул турбин, ну его ни с чем его нельзя, как бы, знаете, перепутать. И просто, когда ты понимаешь, а тут еще как раз и окраина у меня города, и здесь вот видно, они по вот этой кайме, вот это, они кружили, видно, вот это, как проявляют маршруты, вот это нерегулярно. И вот вплоть до того, что вот я же говорю, вот просто ночью, я смотрю, он заходит, сука, сейчас как, блядь, понимаю, ну вот он, я, блядь, прыгаю в этот погреб, блядь, и периферическим зрением просто вспышка. Ну, по всей видимости, это отделение этих ракет, эти ракеты пошли, блядь. Ну, ближайший от меня метров 800. От моего дома. Ну, это близко. Это близко, Это да. уже близко, если бомба, например. Ну, я с девчонкой вот так вот по телефону разговаривал, как раз в Белгородской области, у меня там друзья знакомые. И вот мы с ней по телефону разговаривали. Ну, я возле камина все время сидел, потому что в камине, ну, слышимость хорошая, я просто грел ухо. И вот он просто падла, так вот, знаете, с таким свистом. И вот когда вот эта девчонка на другом конце провода испугалась, говорит, ну, что у тебя там такое? Я говорю, у меня, говорю, все, давай, говорю, я бегу, давай, быстренько накидывай, там, что, давай бежать опять, короче, с дома. Ну, понятно. Ну, такое видал, да, как эти самолеты, смотрю, в небе кружит. Ну, первое время мы их на большой высоте ничего. Мы какие сбивали, то на таких малых высотах, этими шилками вот это вот, на упреждение, вот этими трассирующими такими, знаете, какие-то, ну, не красными огнями вот вылетали такие вот эти пули. А когда они летали вверху, вот они безнаказанные, вот я смотрю, он кружит, вот так вот над городом, это ночь, его, ну, видно, точка, как бы, вот, летает. И смотришь, отделение, пошла ракета, смотрю, пошла в направлении. И он так резко падал на разворот, и на скорости в противоположную сторону ракета, смотрю, пошла в ту, смотрю, так на небосклоне там лес, смотрю, блин, зарево прилетело куда-то. Короче, регулярно вот это вот такое, бывало и даже ночью, днем не так страшно, днем как-то так это, ночью очень страшно. И вот такое бывало, что днем вот они по двое кружат, безнаказанно вообще, как бы на большой высоте, на ракеты запускали. А, кстати, вот сюда прилетело 2 раза, здесь были ракеты, туда были ракеты. Ну, я же говорю, может, 15 раз точно. Ну, вот я же просто их устал считать, понимаете, сколько их там разрядов. Ну, ясненько. Поэтому. Слушайте, ну вот смотрите. Была вот эта фугасная бомба. Ну вот от вас, получается, все это ушло подальше. То есть линия фронта, можно сказать, что прям очень далеко, да? Отошла, да. Вот. И вот как вы думаете? Пропали. Линия фронта, что после линии фронта? Вы пропадаете, алло. Алло, слышно? Да. У меня вот такой вопрос. Как вы думаете, вот линия фронта, которая сейчас стоит, как бы вам хотелось, чтобы она осталась на том месте, на котором она есть, или чтобы война продолжалась в каком-то, ну, в каком-то ключе, то есть... Как бы Я вам... хочу, чтобы был контрудар. Я хочу, чтобы был контрудар, чтобы разрезали войска, чтобы прорвали фронт и начали их, прогнали их за границей до 24 февраля как минимум. Угу, понятно. Ну, то есть у вас такие ощущения, что надо отомстить, да? Не, мстить нет, просто... Не, ну это же как бы все равно, ну, желание такое, да? Выбить за пределы своей вот, вражеские войска, так вот скажем, выбить с территории Украины. Огромное желание. То есть Крым и Донецк с Луганском вы уже не воспринимаете как своих? Я понимаю, что это огромная проблема, короче, которую предстоит решать, но забирать надо и это. Почему? Потому что если оставить России так, как именно вот это ей хочется, им просто будет повадно в следующий раз. Тогда просто все будут думать, что так можно. На следующий раз еще какой-то кусок пирога отрезать. Поэтому пока, если я же говорю, хоть как ни наивно звучит, но надо выбивать и оттуда идти на Крым. И Крым выбивать точно так же. Но это уже будет не до 24 февраля границы, да? Ну, это уже, я уже в процессе как бы уже развил мысль. Изначально просто хотя бы минимально, хотя бы хоть какие-то части просто розета. А там, глядишь, как-то кто его чего, как оно, кто подхватит. Может, тот помрет, может, еще что-то, не знаю. Хотя бы пока так, знаете, хоть какие-то нужны результаты. На нашей территории биться тоже. Ну, понятно. Ну, вот смотрите.
предыдущие же какие-то желания политиков, в том числе и украинских, они вот привели к такому результату. Не может быть такое, что результат будет еще хуже. Может быть, все, я здесь вообще в чем... Прервался. Ну ладно. Вот такой получился диалог. Жаль, конечно, обычных людей, которые пострадали. И я еще раз говорю, что мне кажется, что если бы не поход на Киев и на все эти северные области, возможно, желающих воевать с Россией было бы гораздо меньше. И мы не получили бы такую армию добровольцев с украинской стороны, которая была готова воевать с нами, притом воевать потому, что у них погибли родственники, потому что они реально понимали, что они что-то защищают. Наверное, все-таки это была ошибка в планировании.